Всем привет, с вами Кэтсунеку. Сегодня я хочу вам показать два картриджа, которые я приобрел на Авито. Это примерно чуть больше месяца назад, 7 июня я их купил. За два штуки отдал 500 рублев и доставочка через Авито 450 рублей мне обошлась. Это первая игра. Название я вставлю где-нибудь сверху. Оно длинное. Здесь все на японском языке. Картридж для Super Famicom. Второй картридж это Kirby Superstar, по-моему. Если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то также название полное вставлю чуть выше. Он у меня уже разобран. Выглядит чуть похуже, немножко поубитее. Вот от него плата. Как вы можете заметить, имеется батарейка и несколько слотов для сохранения. Не обращайте на мои руки, покусанные комарами, это я ездил на рыбалку. Почему я решил записать данное видео? Так как вот этот картридж с игрой Kirby, он у меня, как бы шел, но были некоторые нюансы. После покупки я их, конечно, все разобрал, почистил корпуса щеточкой аккуратненько, чтобы наклеечки ничего не задеть. Они были весьма черные, особенно вот этот розовый. Контакты я чистил. Сначала использовал этиловый спирт 95%. Далее обезжириватель универсальный за 60 рублей. Объемом 0,5 литра. А напоследок я решил попробовать бензин Галоша. Стоит он 70 рублей. Дело в том, что какие вот эти вот штуки я не пробовал, эффект был тот же самый. Когда вставишь картридж в приставку и немножко его шевельнешь, и то есть нужно было его, когда вставляешь, сделать как бы чуть-чуть на излом, втыкать. Тогда он запускался нормально. Иначе он либо не запускался, либо с такой мешаниной на экране. И, соответственно, если приставка стоит на стульчике, ты стульчик слегка заденешь, и опять каша на экране, и звук такой непонятный. Поэтому я начал искать решение в интернете. Думал восстанавливать как-то контакты, потому что, судя по плате, смотря на плату, я думал, что у нее сточились сами контакты. Поэтому я начал искать информацию по восстановлению онных. Но оказалось все элементарно просто. Нужно было применить вот эту штуку. Это обычный ластик. С этой стороны он мягче, с правой стороны он жестче. Можно их стирать. Кстати, мы им стирали раньше двойки в дневниках. И как говорится в рекламе, одну, говорит, сторону мы постирали Ферри, говорит, другой этим, как его, мистером Пропером обработали. Смотрите, эту сторону я пошоркал ластиком. Только смотрите, не переусердствуйте, а то сотрете все по золоту. Наблюдаете, да? Но я еще фотки вставлю для наглядности. А эту сторону я обрабатывал теми средствами, что до этого я вам показывал. Чувствуете разницу, да? Зачем использовать различные чистящие средства? Вот самая такая офигенная, практичная штукенция. Это ластик обыкновенный. Позже я разберу и почищу контакты на вот этом карике. Кстати, сейчас я вам могу показать, как его можно аккуратненько вскрыть, не повредив самого корпуса. Хотя, возможно, эта информация уже есть в интернете, но вдруг кто не знал. Для этого нам потребуется обычная минусовая отвертка. В народе кличут плоская. Желательно брать широкую. Широкую имеется в виду вот здесь.
А не вот так, кто подумал. Это длина. Если будет узкая, можете повредить корпус. Берем картридж. Наклейка, лицевая сторона, так сказать, картриджа вот здесь. Отгибаем, чтобы здесь была щель. И просовываем отвертку сюда. Сейчас отогну, мне просто перед камерой неудобно. Чтобы получилось вот так. И получается, давим в сторону наклейки сюда. Одна сторона есть, отщелкнулась. Со второй стороной проводим такие же манипуляции. Отгибаем, просовываем и... Блин. Все. Боковые защелки мы отщелкнули, у нас остались верхние. Крышку тянем как бы немножко вниз, давим и вверх. Вот она у нас открылась. Покажу на розовом пластике, на черном фокус теряется. Вот они верхние защелки. Это просто как пластинки. А вот боковые две штуки. Также я этот открывал, картридж, таким же способом. Как вы видите, ни сколов, ни повреждений нет никаких. Здесь можете наблюдать то же самое. Собирается еще проще в обратном порядке. У этой платы контакты относительно чистые, но все-таки я пройдусь по ним ластиком. Ну и в конце, может быть, покажу геймплей видео этих двух игрушек. Обе платы я почистил, сейчас я вам покажу геймплей. Фокус я уже на телевизор настроил, ну вот это, короче, кибри. Не буду фокусом баловаться, потому что уже вечер, сложновато что-то настроить его. В общем, вы знаете, что это за игра. Шевелю по всякому картриджу, вот слышите по звуку, да? Стул трясу, нормально, ничего не... Короче, ничего не косячится, все нормально. Об этой игре я узнал, наверное, в классе 5 или 6. Мне знакомый сказал, что вот у него есть игрушка. Вот смотрите, здесь и сохраненки какие-то. Ну, тут 3 сохранения были. Я вот первое удалил, ну и надо как-нибудь ее взяться да пройти. Вот, он рассказал про какую-то подушечку, говорит, есть у меня игра, говорит, на Дендик. Играешь, говорит, какой-то подушечкой, стреляешься воздухом, она, говорит, надувается, летает. В общем, приколюха такая, если либо вверх нажать на крестовину, либо подпрыгнуть вверх, вот она надувается и можно летать. Стреляется воздухом, может бегать, разгоняться, подсечки делать прикольные. Анимации угарная, вот когда падает, к примеру, бам такая, или в стенку врезается. Ну, давайте вот первый уровень включу. Врагов можно засасывать и ими стрелять. Если нажать вниз, засосав врага, видите, написано beam посередине, мы получаем егоный навык. Ну и в зависимости от навыка врага можно... Вот, ой, надо было его засосать. Так, а как нам... выплюнуть навык нажатием на селект. У нас звездочка вылетает. И навык как бы теряем. Вот огоньками пуляем, fire написано.
общем, игрушка прикольная. Есть, ну, переведена на русский язык. Кому интересно, можете на эмуляторе погонять. Ну, у меня в планах взять флеш-карик и поиметь всю базу игрушек дендевских на одном картридже. Мне бы хотелось немного показать вам геймплейные механики. Вот если когда ничего не делаешь, тут немного рассказывается, что этот Кирби умеет делать. Вот интересное взаимодействие при получении различных способностей монстров. Показали, что можно обычной звездой пульнуть. А тут при нажатии вниз можно использовать ионный навык Fire. На селект выплюнули. Это у нас спарк типа взрыва. Следующий айс, заморозка. И далее вот кубики можно замораживать и на них даже запрыгивать. Меч. Здесь парасол, типа этот, я так понял, типа парашют и зонтик. Мне кажется, бесполезная штука, не знаю, где его можно применить. Burning. Это типа кометы. Жука сначала надо оглушить. Backdrop. Это типа рестлера такого. Хлобысь. Ну и все, окончание уровня. Садимся на звезду верхом и пщух. Давайте приступим к следующей. Следующий у нас вот черный этот карик. Опять же, повторюсь, фокус не буду настраивать. Панпресто. Здесь музыка прикольная, игрушка на японском, но такая хардкорная и сложноватая. Dark Souls на Денде. Да, по-моему, там на Денде все сложные игрушки были. Кого-то похитили, какие-то штуки вылетели. Вот тут у нас есть муха какая-то. Видите, цифра 1 написана. Это вторая, видимо, планеты какие-то. Тоже хрен какой-то. Ну, у них разное, по-моему, оружие. Муха рукой бьет, этот, по-моему, мечом. Давайте вот этого выберем. Это, по всей видимости, робот. Да, мечом лупит. Тут улучшалки берешь всякие, бластером стрелять можно. В прыжке он что-то над головой написано. Музыка прикольная. Тут штука такая, если тебе моб начинает бить, то все, это каранты, он тебя... Вот, что это такое. Штука какая-то появилась. То ты как бы станешься, они со всех щелей стреляют, и... В общем, быстро сдохнуть можно. Жизни тут, по-моему, нету. Вот полоса энергии имеется, и все. Блин, турбокнопку бы сейчас. Чмяк, все, упали, и game over. Вот какая-то девушка, по всей видимости, да, к наручникам, к чему-то привязана. Давайте попробуем за муху поиграть. Уровень другой будет. У нее мотоцикл, плащик такой. Муха Супермен. Может быть, это и не муха. Она пинает ногой. Против нас паук, что ли? Сеть такую. Вот, смотрите. Апгрейд получил. Вот на этом, по-моему, уровне они начинают вот этими всякими штуками долбить, и все, меня станет, я не могу ударить, и игруха вообще сложноватая. Ну, можно тупо бежать, хелсов мне никаких не дали. Полоска жизни моя уже на середине.
Ух ты. Какой-то бластер. Вентилятор. Ух ты. А вот это уже покруче. Меч немножко типа стреляет. То есть можно и вблизи, и издалека убивать. В общем, нужно заучивать апгрейды все эти. Конечно, с полной версией, ну, полной комплектацией картриджа там был бы мануальчик, все было бы подписано, что для чего. Но как бы и на японском ни хрена непонятно. Скорее всего, дальше Японии данная игра, мне кажется, не выходила. То есть нету на... Ой-ой-ой. А это босс, да? С зелеными мечами. Но он меня, походу, сейчас завалит. Смотрите, как он вообще неубиваемый. А, нет, завалил. Ну что, у меня 2 хелса осталось. Вот левел прошли. Как бы левел короткий, да, но это все-таки 1 уровень получается. Хотя можно еще раз за него пройти. В общем, такая какая-то игрушка непонятная. На этом я закончу данное видео. Всем пока. С вами был Кацунеко. Еще услышимся. Джане! Посмотрите, мобы какие прикольные.